understand it another way. Если это уже в вашем сознании, если вам говорят, что вы плохой, вы согласитесь с этим. Если у вас сознание другое, вы не согласитесь с этим. I don't think there's any absolute experience that there's some only way to think or feel and everything else is an idea. The only thing we can really know is our perception determines it. Я вообще не думаю, что есть какой-то вот абсолютный, объективный, что ли, способ восприятия, а все остальное это просто выдуманные какие-то идеи. Я думаю, что все зависит от нашего восприятия, и само наше восприятие определяет уже нашу реальность. Can you imagine two incredibly different, massively significant ways of seeing things all depend on you? Можете ли себе представить вот эти два совершенно разных, таких, которые полностью отличаются, вот эти способы как бы жизни, буквально восприятия, и все зависит только от вас. You can have hundreds of millions of religionists over there telling you to see you're bad. You can have hundreds of millions of new ages or whatever you want to call them telling you to see you're good. And it all boils down to what you see. Получается две целых армии. С одной стороны, эти сотни миллионов там религиозных, так называемых людей, которые вас убеждают, что вы плохой, что вы грешник. То есть сотни миллионов эзотериков, которые утверждают, что вы хороший, и вам решать, все зависит от вас. You could also see you're neither bad nor good. You just are. Можете тоже сказать, что я не плохой, не хороший, я просто есть. And in that situation of you just are, you're fine. И в этой ситуации, когда вы просто есть, с вами все в порядке. So the power belongs to you. Таким образом, вот эта сила власти в этом вопросе принадлежит вам. You have it. It's not that you got to take it. It's not that anyone can take it away. You've got it. Она уже есть у вас, и она есть у вас всегда. Это не так, что вам кто-то ее дал, вам надо еще взять ее. It's yours. Она ваша. It's your constitutional existence. Это ваше конституциональное бытие, существование. So the revolution is not really a revolution at all. Так что то, что называть революцией, это по сути даже не революция. It's simply a choice to see things in the way they really are. Это просто выбор воспринимать все таким, как оно есть. That it all boils down to you and how you wish to see. Все сводится к вам и к тому, как вы желаете видеть, воспринимать. Now we can go on for centuries talking about all of the reasons that have affected your desire to perceive. Сейчас, конечно, отсюда можно уже сотни лет обсуждать, почему, каким образом вот вы поменяли свой выбор, как вы пришли к тому состоянию, как сейчас. Your previous lifetimes, your parents, your friends, your society, where you took birth, what sex you are, or how smart you are, blah, 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 go on forever. Как на это повлияли ваши прошлые жизни, родители, образование, даже ваш пол и так далее, и еще много чего. None of that is as important as this axiomatic truth that it all boils down to how you wish to see. Но на самом деле, ничто это настолько не важно, как простая аксиоматическая истина того, как вы сами хотите видеть, воспринимать реальность. Nobody's surprised. Я вижу, что никто не удивлен даже. It just went, yeah. But can you imagine saying that in a group of, a Catholic church, a Russian Orthodox church, or wherever? It will be, they will say, yeah. Но можете себе представить, что вы такое сказали где-нибудь в собрании католической церкви, или православной церкви, но они бы, может быть, даже и не обратили внимания, сказали, да. You say that to a bunch of Hare Krishnas, they go, yeah, you heard my. Вы скажите эти товарищам из Хари Кришны, они скажут, да, конечно. Мы видим, да, вы в Майе, мы знаем. Your perception is illusion. Потому что ваше восприятие, оно иллюзорно. Well then, how do I know I'm perceiving all these things you're telling me correctly? Ну хорошо, а откуда тогда я могу узнать, что все, что вы мне говорите, как я могу воспринимать это как правильно? You can't. Therefore you just accept, you do what you're told, you work very hard, you do all these things, and someday you'll see. Они говорят, да, действительно, ты не можешь знать, ты не можешь проверить, поэтому тебе надо просто слушать, что тебе говорят, тебе надо делать, что тебе говорят, но это работать тяжело. И однажды придет момент, ты сам все увидишь, ты сам все поймешь.
First thing, to take away your power. И первое, что они делают, они забирают у вас вашу собственную силу и власть. You know nothing. И основываясь на простом утверждении, что вы ничего не знаете, ничего не понимаете. You are nothing. Вы, по сути, значит, что And if you're anything, ничто. you're bad. А если вы, как только вы думаете, что вы что-то, ну, это значит, что вы уже плохой. But if you don't accept that, then you're not bad. Но если вы не принимаете это, то значит, вы неплохой. If you see yourself as fine, then you are fine. Реальность такова, что если вы способны воспринимать себя, что с вами все в порядке, значит, с вами действительно все в порядке. But what's the biggest problem to that? Other people. Ну, какая здесь самая большая проблема? Другие люди. I may be fine, but if I go to that ball dressed in t-shirts and shorts, everyone will look at me, or they'll just say, phew, or I'll be rejected by other people. Я могу думать, что со мной все в порядке, но если я отправлюсь на бал в шортах и футболке, то меня отвергнут. Кто? Другие люди. Will that bother me? Будет ли это меня беспокоить? It depends. Зависит. If I let it bother me, if I perceive that their approval is important to me, it will bother me. Если я позволю этому действительно меня задеть, если я буду считать, что для меня действительно важно их признание, то тогда, конечно. If I don't, it won't. Если нет, то оно и меня не заденет. Perception. Опять же, вопрос восприятия. What it is I want. The power is mine. Это же моя сила, это моя власть. If I have my power, I can walk in there like that. I don't care. It doesn't bother me. Если это в моей власти, и она у меня есть, я могу спокойно войти туда в футболке, в шортах, и вообще не беспокоюсь. If I feel out of place, and I want to feel not out of place, it will bother me. Но если я почувствую себя как бы неуместным, а при этом я хочу чувствовать себя уместным и соответствующим обстановке, тогда, конечно, тоже будет беспокоить. But I have to realize that it's my choice which is making me feel what I feel. It's my perception. Здесь очень важно осознавать, что опять же это мой выбор восприятия, который же влияет на то, как я чувствую. At every point in time, I have the power. В каждый момент времени у меня есть эта власть. That means at every point in time, I am fine. А это значит, что в каждый момент времени со мной все в порядке. Start from there in spiritual life, because you are already perfect and complete. That's what Om Purnam Purnam means. You are perfect and complete, just as God is perfect and complete. Начните с этой отправной точки в вашей духовной жизни, потому что вы уже полноценные, совершенные, завершенные. Именно это и значит эти слова. Om Purnam Purnam Purnam. Maybe you have problems. Может быть, у вас есть какие-то проблемы. Everybody has problems. There's nobody who has no problem. У каждого есть проблемы. Нет ни одного человека, у которого не было бы проблем. We often think that when I become spiritually realized, there's no more problems. Мы часто думаем, ну вот когда я стану духовно осознающим себя, реализованным человеком, у меня не будет никаких проблем. I knew plenty of very spiritually realized, incredibly glorified people, and they all had problems similar to Но me. я лично знал очень много признанных духовно, так сказать, совершенных людей, очень возвышенных невероятно, и у всех были проблемы. In reality, having problems or not having problems has nothing to do with my spirituality. Потому что в реальности то, что есть у вас проблемы или нет у вас проблемы, это вообще никак не связано с вашей духовностью. And all that really counts is my connection to the Supreme. И все, что на самом деле здесь важно, это связь с Всевышним. My connection to the divine energy. Моя связь с божественной энергией. Now, if ultimately that is really the definition of that spirituality, Если в высшем смысле это действительно является определением духовности, then I should just concentrate on that. тогда почему бы мне не сосредоточиться просто на этом? Somebody may argue that there are other definitions of spirituality. I don't think so. Ну, кто-то может поспорить, что нет, есть еще другие определения духовности, но я так не думаю. My opinion, let's say, Допустим, это мое мнение. that when you actually are spiritual, when you are actually realize you are actually connected,
with the divine energy, the supreme. Что когда вы действительно духовны, когда вы действительно раскрываете божественную природу, у вас есть связь со Всевышним. After all, that's the definition of yoga, the connection. В конце концов, это и есть определение понятия йога, связь. So, let's talk about that. Давайте поговорим об этом. If that's really the ultimate thing to connect, then thinking of yourself as incomplete means you're not qualified to connect until you become complete. В таких категориях, если действительно высшее совершенство в том, чтобы иметь эту связь, то когда вы думаете, что вы недостаточно полны и завершенны, получается, вы считаете, что вы недостойны, чтобы иметь эту связь. But what makes you complete? Но тогда что же делает вас полным и завершенным? Solving problems? То, что вы, когда вы решите все свои проблемы, Then nobody's complete. тогда никто никогда And nobody ever will be и complete. никогда не будет полным и завершенным. Even look, for example, 5,000 years ago, history, every one of them had problems like anything. Возьмите вот эти описания 5000-летней истории, 5000 лет тому назад. У всех были огромные проблемы. What do you need to be complete? I think it's the connection. И тогда что же действительно нам нужно, чтобы быть полным и завершенным во всех смыслах? Я думаю, как раз вот эта связь. We don't feel complete because we don't feel connected. И когда мы действительно чувствуем себя неполными, незавершенными, на самом деле нам недостает именно этой связи. And when we connect to the divine, all of a sudden we feel complete. И стоит нам только обрести, почувствовать эту связь с Божественным, мы сразу же чувствуем себя полными и завершенными. So all we really want is the connection, but as long as we think of ourselves as this incomplete, insufficient, inferior entity, we deny ourselves the connection. Так что получается, все, что на самом деле нужно, нужна эта связь. Но до тех пор, пока мы чувствуем себя такими падшими, грешными, плохими, неполными, незавершенными, мы сами себя лишаем эту связь, мы отрицаем ее в себе. What is stopping us from standing in front of the divine and saying, "Here I am, take me, I am yours"? Что останавливает нас от того, чтобы прийти, встать перед Всевышним, перед Божественным, сказать, ну вот я здесь, я твой, я ваш, возьми. Well, if I do that, like, really proud, and I walk in with my boots on, and stomp, 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 take me, I'm yours. Если я это сделаю в таком духе гордости, заносчивости, приду так, даже ботинков не сниму, скажу, да, вот он, я здесь, ваш. It's meaningless. Это не будет ничего значить. To actually mean that, Чтобы действительно иметь это в виду, you have to offer yourself. чтобы это действительно было значимо, вам нужно действительно себя предложить. To offer yourself, you have to think that you're worthy of being an offering. А чтобы себя предложить, вам нужно быть уверенным, что вы достойны быть предложенным. But that is already there. У вас уже есть это достоинство. We are the same energy. Потому что мы являемся той же самой энергией. We are the same energy. Мы точно та же самая энергия. So we're just offering a flame to a monster fire. По сути, мы просто предлагаем свечу, пламя свечи огромному пламени. A drop of water to an ocean. Мы предлагаем капли воды океану. It makes perfect sense. И более того, это имеет совершенный смысл. But if you think of yourself as a flame and you're going to offer yourself to the ocean, it doesn't work. Но если вы воспринимаете себя как пламя и будете предлагать себя океану, наверное, это не получится. So you are the same energy as the Supreme, and you realize that, you feel it. Так что вы являетесь той же самой энергией, как и Всевышний. Вы чувствуете это, вы осознаете. And in that feeling, you offer yourself because the energies just flow together. И в этом состоянии, с этим ощущением, вы предлагаете себя, и энергии просто начинают взаимодействовать. And you feel connected. И вы чувствуете связь. Like when a boy and a girl fall in love, and they feel incredibly connected, even if they're totally different. К примеру, когда юноша и девушка влюбляются, они чувствуют невероятную связь, даже если они совсем разные люди. Why? Because they allowed themselves to do it. Почему? Потому что они просто позволяют себе это сделать. All the guards came down. All the defenses came down. They allowed themselves to be